Здравствуйте, друзья, любители текстиля. Вы на канале Текстиль Эксперт. И сегодня мы поговорим о таком модном текстильном изделии, которое у всех уже навязло в зубах, как эко-кожа. Вы не ослышались, именно текстильном. Сегодня мы разберемся, что же это за зверь такой экологичный, а где правда и где ложь в информационном пространстве, которое нас окружает. В последнее время производители вещей из искусственной кожи все чаще прибавляют к названию изделия слово «эко». Это не более чем маркетинговый термин, рассчитанный на ваше доверие к слову «эко», экологичный. Кожевенники всех стран очень резко критикуют и негодуют против этого термина. Дело в том, что нету никакого официального обозначения эко-кожи. Ни в одном ГОСТе это не прописано. Все то, что называется на сегодняшний день эко-кожа, как правило, попадает под ГОСТ 28461 90-го года, который называется «Кожа искусственная, одежная». Этот ГОСТ гласит: искусственная кожа представляет собой материал, на текстильную основу которого нанесено поливинилхлоридное или полиуретановое покрытие. Стандарт распространяется на искусственную одежную кожу, предназначенную для изготовления деталей верхней одежды. Далее из кожи. Все, конец истории. Под это определение попадают все виды искусственной кожи, которые сейчас есть на рынке, от армейской кирзы до изделий дома Гуччи. Поэтому вы смело можете назвать обложку от дневника своего сына или напольный линолеум эко-кожей, и де юре вы будете правы. Но, как обычно, все не так однозначно. Давайте разбираться. Начнем традиционно с истории. Люди разных исторических эпох и регионов давно пытались сделать свои изделия водонепроницаемыми для того, чтобы защитить их от стихий. Для этого они их пропитывали различными растительными веществами. Европейцы пропитывали ткани льняным маслом, а викинги пропитывали паруса своих дракаров тоже специальным составом для того, чтобы паруса были более прочными и защищали от воды и брызг. Индейцы-ацтеки пропитывали плащи свои, башмаки латексом, сделанным из молочка дерева кастила эластика или кастила каучуконосовая. Позднее, в первой половине XIX века, англичане пропитывали свои плащи-макинтоши каучуком. 1627 год ознаменовался появлением промасленного полотна, которое можно считать дальним родственником линолеума. Примерно через 100 лет такой материал стал использоваться в качестве напольного покрытия. Натан Смит запатентовал этот материал в 1763 году с таким описанием. На ткани находится покрывающая ее масса из смеси смолы, живицы, испанского коричневого красителя, пчелиного воска и льняного масла, которое наносится в горячем состоянии. В России впервые изделия из искусственной кожи начали выпускать в Петербурге в 1832 году. Это была резиновая обувь, верхняя часть которого покрывалась каучуковым раствором. Про историю создания кирзы в России вообще можно делать отдельную передачу, это очень интересно. Первый же аналог современной искусственной кожи был разработан знаменитой фирмой Дюпон и получил название фабрикоид. Он состоял из хлопчатобумажной ткани, покрытой нитроцеллюлозой, и использовался для переплетного дела, для чемоданов, а к 1920 годам фабрикоид стал использоваться для обивки сидений автомобилей и крыш кабриолетов. Искусственную кожу назвали дермантином, и этот материал широко использовался в СССР, начиная где-то с 1930-х годов, как кожзаменитель, дешевый отделочный материал. Вспомните знаменитую обивку салонов «Москвича» или «Волги ГАЗ-24». Примерно в это же время в Германии был разработан технологический процесс по изготовлению синтетического материала, имеющего некоторые свойства, как у натуральной кожи. Перед началом войны он использовался для комбинезонов летчиков. Но только в 60-х годах прошлого века технологии были усовершенствованы до такой степени, что производимая искусственная кожа стала достаточно прочной и внешне напоминала натуральную кожу. Но стоимость таких материалов была по-прежнему очень высокой, поэтому широкого распространения такие материалы в то время не получили. В 80-е итальянские дизайнеры обратили внимание на искусственную кожу, поскольку она идеально подходила для модного тогда стиля диско, который требовал оригинальной одежды и экстравагантной обуви. И только после этого искусственная кожа получила команду «полный вперед».
Теперь разберемся, какие же виды искусственной кожи существуют. Что бы ей ни называли, это всегда какая-то основа, покрытая с одной или с двух сторон полимерным покрытием. Единственным исключением является рециклинговая кожа, которая по своим свойствам ближе к натуральной, чем к искусственной. Ее получают из обрезков кожи или шкур животных, межлекальных выпадов. Простейшая технология представляет собой измельчение этих обрезков до определенной фракции, затем смешивание их с водой и каким-то связующим, после чего формуются кожаные листы необходимой толщины, прессуются и склеиваются в несколько сложений. Толщина такого материала может быть от полмиллиметра до нескольких миллиметров, от толщины стелечной кожи до толщины подошвы. Рециклинговая кожа может иметь в своем составе текстильное основание для придания большей эластичности или не иметь его. Искусственная кожа получается нанесением полимера на основу. В качестве основы может быть ткань из натуральных или из химических волокон, трикотажное полотно, тогда кожа становится более эластичной, а может быть нетканный материал и даже бумага. Искусственная кожа выпускается в огромном разнообразии цветов, фактур, различных тиснений, хоть имитирующих кожу змеи, хоть кожу крокодила. Она может быть лаковой, замшевой или велюровой. Первый материал, который мы рассмотрим, это дермантин, от греческого дермос – кожаный. Хлопчатобумажная ткань с нитроцеллюлозным покрытием, нанесенным на одну или на обе стороны ткани. Дермантин обладал сравнительно невысокими прочностными характеристиками, эстетическими качествами и, в частности, низкой стойкостью к стиранию. И в 50-60-х годах применялся как дешевый кожзаменитель и был вытеснен впоследствии более совершенными материалами на основе уже поливинилхлоридного покрытия, которое называлось винилис кожи. Однако, благодаря такой распространенности дермантина, его название стало нарицательным и даже вошло в фольклор. На сегодняшний день все виды искусственной кожи могут называться дермантином, а некоторые продавцы могут иронически называть искусственную кожу кожей молодого дермантина. Еще один вид искусственной кожи – это кирза. Применяется для изготовления спецодежды и элементов военной экипировки, в первую очередь обуви. Это композитный материал, состоящий из обработанных пленкообразующими веществами многослойной ткани. Поверхность обувной кирзы обычно подвергают теснению для имитации фактуры свиной кожи. Основой для современной кирзы являются легкие нетканые материалы, которые пропитываются специальной синтетикой для придания ей влагостойкости. Искусственная кожа с ПВХ-покрытием, или она еще называется стрейч-кожа. Это хлопчатобумажная ткань, которая покрывается ПВХ и наносится это ПВХ на одну или на обе стороны ткани. Поливинилхлорид – это бесцветная прозрачная пластмасса, термопластичный полимер винилхлорида. Часто используется в одежде и аксессуарах для получения кожи с гладкой, блестящей поверхностью. Такая стрейч-кожа широко используется для изготовления дамских сумочек, обуви, курток, костюмов. Также широко используется для изготовления одежды для альтернативных направлений моды, для различных субкультур, для сторонников сексуального фетиша и разных практик БДСМ. Такая ПВХ-кожа не пропускает загрязнений, не пропускает влаги, но является абсолютно воздухонепроницаемой. Чтобы смягчить такую кожу, добавляют специальные присадки. Эти присадки во время эксплуатации начинают испаряться, что и объясняет неприятный запах, который иногда исходит от ПВХ-кожи. Такой материал в процессе эксплуатации постепенно становится более хрупким, ломким, особенно при низких температурах от минус 10 градусов. Следующий вид материала – это искусственная кожа с полиуретановым покрытием. Это тоже ткань или трикотажное полотно, на одну или на две стороны которого наносится полиуретан, полимер. Это синтетический полимер из группы эластомеров. Существуют самые разные технологии нанесения полиуретана на текстильную основу. На сегодняшний день эти технологии полностью удовлетворяют требованиям экологической безопасности и безопасности труда работающих в таких производствах. Искусственная замша или ультразамша из микроволокна. Этот материал был разработан в 1970-е годы Миёси Акамото, ученым из японской химической компании Toray.
В 1972 году совместное японско-итальянское предприятие стало выпускать этот материал под названием Алькантара, который известен всем автолюбителям. Этот материал идеально имитирует натуральную замшу и применяется в основном для обивки салонов автомобилей и мебели. В технологии используются полиэфирные, полиамидные и полиуретановые микроволокна. При этом получается прочный, долговечный, износостойкий, мягкий материал с бархатистой поверхностью, очень похожий на замшу. Толщина такого материала от полмиллиметра до 2 мм, а плотность может варьироваться от 90 грамм на метр квадратный до 1000. Есть и более экзотические варианты искусственной кожи. Например, кожа из грибов. Представьте, именно из грибов. Грибы известны тем, что в них содержится хитин, который отвечает за жесткость клеток. Из этого хитина можно делать искусственную кожу. Единственная проблема в том, что этот хитин содержится больше в грибнице, чем в верхней части гриба, которая находится на поверхности, а значит его труднее извлекать. Но финские ученые придумали технологию, построили грибные фермы, которая сделала добычу хитина более легкой. Они высадили грибы на органических отходах, и это облегчило извлечение мицелия, то есть хитина, из грибницы. Грибной мицелий собирают, сушат, а затем выделывают. На производство такой кожи достаточного количества уходит около 10 дней. Аксессуары, одежда и обувь из такой кожи достаточно износостойкая, экологичная, что обещает этим исследованиям быстрое внедрение в производство. Такая кожа похожа на натуральную, как говорят ученые, она эластична, сохраняет тепло и даже проводит воздух. В компанию производителя искусственной кожи из мицелия, то есть из грибов, уже вложили 100 миллионов долларов. А среди компаний, которые готовы производить вещи из такой искусственной кожи, Gucci, Saint-Laurent, Balenciaga и Hermes. Два молодых изобретателя из Мексики придумали технологию изготовления кожи из кактусов. Впервые такой материал был представлен на выставке в Милане в 2019 году. Изобретатели срезают зрелые листья кактусов, сушат их под солнцем, только под солнцем, в течение 3 дней. Затем идет их какая-то секретная обработка, и производители, мексиканцы, утверждают, что такая кожа служит в течение 10 лет, может использоваться также для одежды, обивки салонов мебели, автомобилей, и внешне ее не отличить от кожи животных. Ну, я думаю, что в ближайшее время будут появляться и другие экзотические и изысканные материалы для создания искусственной кожи. Ну а что все-таки можно называть эко-кожей? Специалисты здесь кардинально расходятся во мнении, большинство из них против категорически самого такого понятия. Кто-то считает, что эко-кожей можно назвать дышащую, воздухопроницаемую искусственную кожу на текстильной основе из натуральных тканей, например, хлопковых. А кто-то считает, что эко-кожей можно назвать рециклинговую кожу из отходов кожевенной промышленности. В общем, пока это не будет прописано законодательно, трактовать можно как угодно. Теперь поговорим о комфортности одежды из искусственной кожи. Комфортность любой одежды при носке обеспечивают ее гигиенические показатели, такие как гигроскопичность, воздуха и паропроницаемость. Ну, я думаю, никто не будет со мной спорить, что воздухопроницаемость действительно повышает комфортность ношения одежды, в том числе и из искусственной кожи. Воздухопроницаемость обеспечивает теплообмен тела человека с окружающей средой. Если ее нету, то при нагрузках тело человека нагревается, он потеет и чувствует себя некомфортно. Этот показатель наиболее критичен для одежды первого слоя, нательного белья, маек, рубашек, брюк. Также он важен и для обуви. Вспомните, как потеют ноги, когда вы целый день проходите в обуви. Для одежды второго слоя пиджаков, курток, пальто он не столь критичный, поскольку тепло от тела отводится через первый слой или через подкладку на изделиях второго слоя. Для сумок и ремней этот показатель вообще не важен. Одежда же из искусственной кожи как раз таки применяется в основном для одежды второго слоя и для обуви. То есть для таких изделий этот показатель не столь критичен, но желаем. То есть он должен находиться в определенном диапазоне, так как гигиенические показатели и комфортность таких изделий будут, конечно, намного выше.
Представьте, что теплообмен происходит не только через рубашку, майку или брюки, но и через кожаную куртку. Например, сейчас у девушек в моде кожаные шорты, юбки, брюки и жакеты из искусственной кожи, и они, конечно, будут намного комфортнее, если еще будут обладать воздухом и паропроницаемостью. Также эти показатели важны для искусственной кожи, которая применяется в обуви, особенно в детской. Для обуви гигиенические показатели обеспечиваются не только материалом, из которого сделана обувь, но и материалом подкладки обуви, стельки и самой конструкции обуви. Все это обеспечивает необходимую воздухопроницаемость. Кстати, в последнее время контролирующие органы, которые контролируют качество одежды, и различные государственные структуры действительно всерьез озаботились этим вопросом, что касается именно детской обуви. Поэтому, думаю, в ближайшее время некоторые показатели искусственной кожи, в том числе для детской обуви, такие как воздухопаропроницаемость и гигроскопичность, могут быть регламентированы. Что же касается мебели, то здесь тоже можно однозначно сказать, что сидеть или спать на кресле или на диване из воздухопроницаемой кожи гораздо приятнее. Даже в жару поверхность мебели не будет так нагреваться от поверхности вашего тела. Натуральная же кожа обладает своей природной воздухопроницаемостью, которая обусловлена капиллярным строением, капиллярными каналами, через которые происходит обмен теплом тела животного с окружающей средой. Но в процессе дубления, крошения, эмульсирования, теснения кожи большинство этих каналов просто закупоривается, и кожа теряет большую часть своей воздухопроницаемости. Рециклинговая кожа может обладать небольшой воздухопроницаемостью, которая тоже зависит от поверхностной плотности и структуры самого материала. Воздухопроницаемость – это способность материала пропускать воздух под воздействием перепада давления воздуха с двух сторон этого материала. Измерять этот показатель в объеме воздуха в дециметрах кубических, который проходит через квадратный метр ткани за 1 секунду. Чем выше этот показатель, тем выше воздухопроницаемость у данного материала. У обычной искусственной кожи он очень низкий. Ну, действительно, откуда взяться воздухопроницаемость у полимерного покрытия, которым заливается текстильный материал? Но современные технологии позволяют это сделать. Существуют более простые и более сложные технологии. К простым технологиям стоит отнести обычную перфорацию кожи. Кожу покрывают маленькими отверстиями, обеспечивающими ее вентиляцию. Возможно, вы видели такую кожу искусственную в обивке салонов автомобилей. Но такая кожа сразу же выдает свою искусственность. И для модниц и модников это, конечно же, не подходит. Более сложная технология придания воздухопроницаемости – это механическое или химическое вспенивание. При этом внутри полимера образуются десятки тысяч микропор, которые пропускают воздух и водяные пары, но не пропускают влагу. Лучше всего эта технология вспенивания подходит для полиуретана. Поэтому дышащая одежда из кожзаменителя – это, как правило, хлопковое основание, покрытое вспененным полиуретаном, окрашенным в нужный цвет. Пористая структура полиуретана также образуется при вымывании части полимера водорастворимыми солями или фазовом разделении растворов при нанесении полимерного покрытия. Но с учетом того, что в основном одежда из искусственной кожи носится как одежда второго слоя, она носится с подкладкой, которая также может быть не воздухопроницаемой или воздухопроницаемой, пористость искусственной кожи несколько теряет свое значение, но не критично. Воздухопроницаемость такой кожи, про которую я вам рассказывал, из пененного полиуретана в десятки, а порой и в сотни раз выше, чем у любой, даже очень дорогой натуральной кожи. Образцы искусственной кожи некоторых производителей обладают воздухопроницаемостью 60 и более дециметров кубических на метр квадратный в секунду. При норме для одежды второго слоя где-то 75-100, что является, в общем-то, весьма неплохим показателем. Значит, такие материалы могут использоваться, например, для изготовления кожаных брюк или кожаных платьев. Давайте теперь сравним свойства натуральной и искусственной кожи. Сразу оговорю, что и та, и другая кожа может быть как очень высокого качества, так и низкого. Например, качество натуральной кожи зависит от того, как содержали животное, как его кормили, когда забили
и даже от того, насколько его кожа повреждена укусами кровососущих насекомых. Для искусственной кожи ее качество зависит от применяемых технологий и от свойств наносимого полимера. Но будем считать, что мы сравниваем хорошую искусственную кожу с хорошей натуральной. Кожзам обвиняет во многих грехах, но чаще всего несправедливо. Он обладает легкостью в раскрое, так как полотно из кожзама можно получить любой формы, размера, а значит в швейном производстве из него легко выкроить изделие любой формы. Любая поверхностная плотность от тонких материалов, как для лаковых перчаток, до грубых, как для кирзовых сапог. Устойчивость к влаге, вам не придется волноваться о сохранности любимого изделия, даже если вы оказались под сильным ливнем или ваша сумка оказалась в воде. Возможность окрашивания в любые цвета и оттенки, а также нанесение принтов – это особенно важно для любительниц покупать отдельную сумку к каждой паре обуви и выбирать аксессуар для своего настроения в любое время года. Простота в уходе. Для того, чтобы изделие из искусственной кожи смотрелось как новое, достаточно протереть салфеткой, смоченной в теплой воде. Надежность и прочность. Современные технологии позволяют получать очень прочные материалы, превосходящие натуральные. Гуманность по отношению к животных. На сегодняшний день это стало вообще тенденцией среди домов моды во всем мире. Представители бренда часто отказываются от использования натуральной кожи и меха. Эластичность и мягкость, поэтому изделие не мнется, а материал легко режется и шьется, как и натуральная кожа. Устойчивость к перепадам температур, высокая стойкость к влаге, к солнцу и к морозу, а морозоустойчивость у некоторых видов полиуретана достигает минус 35 градусов. На финальном этапе на лицевую поверхность кожи наносится тиснение, которое имитирует шкуру любых животных, абсолютно визуально неотличимое от натуральной кожи. Изделие может обладать воздухопроницаемостью, а значит ношение одежды будет более комфортным. Для изготовления применяется только экологически чистое сырье, не содержащее токсичных веществ, а в результате ежедневное ношение такой одежды не нанесет вреда вашему здоровью. Износостойкость искусственной кожи чуть ниже натуральной кожи теленка или быка, поэтому 10 лет она вряд ли прослужит, но легко достигает результата для кожи свиней 5 лет без серьезных потерь первоначального внешнего вида, что в принципе вполне достаточно. Искусственная кожа, кроме того, не имеет недостатков, присущих натуральной коже, различным мелким изъянам, неравномерностям толщины и фактуры, а на ощупь искусственная кожа может быть такая же теплая, как и натуральная. Хорошая искусственная кожа гипоаллергенна, значит подходит для людей и страдающих аллергией на натуральную кожу животных. Краситель на хорошей искусственной коже вытирается и постепенно выгорает, как и на натуральной коже, что создает такой эффект благородного старения. А современные производители даже сумели повторить запах натуральной кожи у своих хороших материалов из искусственной. Ну и самый главный, пожалуй, вопрос – это цена. В среднем одна и та же модель, сделанная из искусственной натуральной кожи, отличается по цене в 2,5–4 раза в зависимости от бренда, конструкции, габаритов изделия. Но вещь из искусственной кожи, хоть и не натуральная, не должна стоить слишком дешево, иначе долго она не прослужит и качество будет не очень хорошее. В настоящее время качество искусственной кожи может быть настолько высоким, что качественная сумка может служить так же долго, не один год, сохраняя свой внешний вид, комфортность и привлекательность, такую же, как в день покупки. Такие изделия не будут пахнуть, выгорать, растрескиваться или накаляться при высоких температурах. Одним словом, они будут вести себя так же, как и изделия из натуральных материалов. Давайте в заключение развенчаем еще один миф о том, что дамский аксессуар из искусственной кожи смотрится несолидно. Это неправда. Даже сумка из натуральной кожи может смотреться дешево и непривлекательно, если она сделана некачественно или ее неправильно сочетают с другими деталями образа. И в то же время сумка из кожзаменителя может стать достойным дополнением самого изысканного имиджа. Изделия из искусственной кожи не подойдут людям, стремящимся подчеркнуть свой стиль и статус на свое положение в обществе, которое пользуется дорогими дизайнерскими вещами. Впрочем, действительно богатый человек вряд ли будет искать себе изделия из кожзаменителя. Давайте рассмотрим и экологический аспект изготовления искусственной кожи. Натуральная кожа – это обработанные шкуры животных, в большинстве случаев коров и быков, а пищеварение у них устроено таким образом, что при переваривании пищи они выделяют метан.
Этот парниковый газ примерно в 30 раз эффективнее удерживает тепло, чем углекислый, и поэтому вносит значительный вклад в парниковый эффект и в изменение климата. На животноводство приходится 14,5% всех антропогенных эмиссий парникового газа. Другая проблема, связанная с разведением скота, это вырубка лесов под пастбище, как, например, в дождевых лесах Амазонии. С тех пор некоторые бренды, включая масс-маркет гиганта H&M, заявили, что временно отказываются от использования шкур животных, которые разводились именно в амазонских лесах, до тех пор, пока не смогут убедиться, что при производстве не пострадали эти леса. Но вы же понимаете, что пока люди едят мясо, шкуры животных никуда не денутся, они являются побочным продуктом. Из-за того, что в некоторых странах покупатели отказываются от натуральной кожи, но не от говядины, спрос на мясо может превышать спрос на шкуру настолько, что иногда фермерам приходится просто выкидывать шкуры животных. Но многие компании выращивают коров и быков специально ради кожи. Например, такие люксовые бренды, как Hermes и Gucci, имеют свои собственные фермы для выращивания коров. Шкуры животных, прежде чем стать материалом для обуви, проходит такой процесс, как дубление. В 80% случаев это хромовое дубление, самая распространенная технология. Это наиболее токсичный этап в технологии, так как в процессе дубления участвует хром, свинец, мышьяк, и если на производстве нет строгого контроля за сточными водами, то они попадают, разумеется, в воду. А большинство таких дубилин как раз-таки находится в развивающихся странах, например, в Бангладеш, где очень трудно контролировать, как происходят эти процессы очистки сточных вод. Реже, примерно в 15% случаев, используется менее агрессивная процедура – это растительное дубление. В процессе же изготовления искусственной кожи тоже не обходится без токсичных веществ. Так, в качестве растворителя для материалов на основе полиуретана используется диметилформамид. А от поливинилхлорида, по мнению Greenpeace, вообще необходимо полностью отказаться, так как в процессе его создания используются большие объемы опасных для человека и окружающей среды веществ дихлоретана и винилхлорида. Например, ПВХ, который используется для верхних непромокаемых курток, может выделять вредные вещества в процессе производства и эксплуатации. И сейчас почти не используется в производстве искусственной кожи. То есть производство должно быть абсолютно экологичным. А это уже, как вы понимаете, зависит от производителя. Искусственная кожа на основе поливинилхлорида, полиуретана или полиэстера, как и любая другая синтетика, не поддается биоразложению, значит будет лежать в почве или на свалке сотни лет, выделяя микропластик. Но считается, что полиуретановая кожа гораздо более экологичная в производстве, использовании и утилизации, чем кожа из ПВХ. Но множество товаров поступает на наш рынок из Китая, Пакистана, Бангладеш, а за их качество и токсичность производства ручаться достаточно сложно. Конечно, тут нужны законодательные меры по предоставлению нужных гигиенических сертификатов. Натуральная же кожа сама по себе биоразлагаема, но перестает быть таковой после процесса хромового дубления. Как выход, как раз таки вот эта вот рециклинговая кожа, про которую я сегодня говорил. Для оценки экологичности материалов международная компания Sustainable Apparel Coalition разработала индекс, который называется HIG. По нему оценивается каждый этап жизненного цикла искусственной кожи и учитывается 5 факторов. Это выбросы парниковых газов, загрязнение водоемов, использование воды, ископаемого топлива и химикатов. Так вот, по этому показателю, по данным этой ассоциации, негативное влияние на экологию натуральной кожи значительно превосходит производство искусственной кожи. Теперь поговорим о применении искусственной кожи. Здесь основной потребитель – это автомобильная промышленность, на которую приходится около 40% мирового спроса. Например, тот самый материал Алькантара, который я сегодня уже упоминал. Также искусственная кожа очень широко применяется и для изготовления мебели, ведь не все могут себе позволить обивку для мебели из натуральной кожи. А искусственная кожа поражает многообразием цветов, фактур, ну, только нужно выбрать правильный кожзам, который обладает достаточной износостойкостью. Обувь должна быть не только красивой, но еще и выдерживать перепады температур, низкую температуру, высокую влажность, а также не промокать и греть ваши ноги.
Обувь из искусственной кожи является очень хорошей альтернативой и недорогим решением по сравнению с натуральной кожей, если она изготовлена по правильной технологии. Искусственная кожа сразу после изобретения стала широко применяться для изготовления дамских сумочек. И это неудивительно, ведь сумка из натуральной кожи стоит дорого, а девочки, женщины сумочки меняют достаточно часто, и они стали хорошей альтернативой и позволяют создать стильный и недорогой женский аксессуар. Хорошая сумка из современной искусственной кожи не растянется в слабых местах, кармашки, район молнии, ручки не потрескаются, как это случается с сумками из дешевых кожзаменителей. Кожаный плащ, куртка или платье — это мечта каждого модника. Но не каждый способен по своим финансам приобрести эту стильную и дорогую одежду. Кожзам позволяет здесь изменить ситуацию, и каждый желающий может получить качественную теплую одежду из кожзаменителя. Список можно продолжать долго. Это брюки, женские шорты, юбки, перчатки, леггинсы, головные уборы, ремни, дорожные сумки, корсеты, кошельки, ремешки и так далее. А можно ли отличить искусственную кожу от натуральной? И если да, то как это сделать, вы узнаете в следующем выпуске. До новых встреч!